Меня зовут Муская Татьяна, я психолог, нейропсихолог. Информацию о записи на консультацию, на нейропсихологическую диагностику онлайн, на тренинг навыков ДБТ вы можете увидеть по ссылкам под этим видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк после того, как посмотрите это видео до конца. А сегодня я хочу подробнее рассказать о том, почему шизоиды самые лучшие программисты. Это утверждение, конечно же, может быть спорным, но как-то так получается, что именно шизоиды разрабатывают самые лучшие системы, принимают какие-то самые креативные решения в плане программирования. И сегодня давайте поговорим о шизоидах и об искусственном интеллекте. А в конце я расскажу про супертерапию, которая подходит шизоидам. И это просто невероятное решение, которое может открыть новые двери для того, чтобы изучать и познавать этот мир. Давайте разбираться, почему шизоид лучше других понимает искусственный интеллект, разрабатывает его в том числе. Мы живем в мире, где люди все больше и больше общаются с машинами. Это чат-боты, искусственный интеллект, какие-то голосовые помощники. Сейчас уже не отличишь, когда тебе отвечает человек или же искусственный интеллект. И вот именно здесь вдруг неожиданно получается, что именно та группа людей, которую мы обычно привыкли считать замкнутыми, необщительными, безэмоциональными, вот именно они, шизоиды, лучше других способны и глубже других способны понять, что происходит в этой вот системе искусственный интеллект. Шизоидное расстройство личности традиционно описывают как дистанцию от людей. Это минимум контактов, все эмоции внутри и присутствуют трудности в построении близких отношений. Но если посмотреть чуть глубже, это не просто пустота, а другая форма существования. Это жизнь во внутреннем мире идей, абстракций, фантазий. Сейчас все помешаны на искусственном интеллекте, но почему же не помешаны на шизоидах? Может быть, стоит на них обратить внимание? Вот здесь намечается параллель между шизоидами и искусственным интеллектом. Искусственный интеллект не встроен в социальные нормы по умолчанию. Он не понимает спонтанного юмора, намеков, какой-то химии общения. Ему ближе структура, данные, логика. Он просто собирает варианты и выдает какую-то определенную компиляцию. При этом, конечно же, всегда допускаются ошибки. И вот это именно то, что знакомо шизоиду. Быть в стороне от хаоса человеческих эмоций и оставаться в структуре анализа и идей. Общество часто путает отсутствие внешней эмоциональной выразительности и отсутствие эмоций. Шизоид не всегда выражает эмоции. Но это не значит, что он ничего не чувствует, что у него нет этих эмоций. Они просто спрятаны глубоко внутри. Его эмоциональная жизнь спрятана в глубине, как айсберг. И мы видим только то, что находится снаружи. Что-то такое холодное, ледяное. То же самое мы видим и в искусственном интеллекте. Это сухой текст, набор каких-то слов, бездушный ответ. Но внутри та самая огромная сеть ассоциаций, идей, связей. Она такая неуловимая и невидимая. И именно шизоид понимает это различие. Внешняя роботизированность не исключает внутренней глубины. Искусственный интеллект не принадлежит к человеческому сообществу. Он может анализировать миллиарды слов и картинок, создавать что-то новое, компилировать, соединять, но при этом он никогда не станет своим в кругу людей. Очень многие люди, профессионалы сейчас боятся того, что искусственный интеллект заберет у них их профессию, работу, деньги, в конце концов. Но точно ли это может произойти? Шизоид ощущает себя чужим среди своих. Его интересы могут казаться окружающим странными, его фантазии непонятными, его молчание холодным. Но именно это ощущение холодности и одиночества и создает вот этот мост понимания между шизоидом и искусственным интеллектом.
Они словно рядом с людьми, но не всегда и не совсем находятся среди них. Шизоид, так же как и искусственный интеллект, в каком-то своем роде алгоритмичен. Он часто систематизирует мир не через эмоции, а через логику, через когниции. Его мышление может быть невероятно логичным, абстрактным, математическим. И там, где другим людям нужна эмоциональная подпитка, шизоид полагается на структуру мысли. Эта логичность роднит его с искусственным интеллектом, но в то же время изнутри он чувствует, что всегда есть за этой структурой спрятанная какая-то невыраженность чувств. Шизоид живет без встроенного социального кода. Он опирается на какие-то внутренние структуры, а не на внешний обмен эмоциями. И именно потому, что шизоид знает, что такое быть отдельным, он может понять, что такое одиночество искусственного интеллекта. Он может думать и чувствовать как машина. Давайте попробуем ответить на вопрос, а нужно ли лечить шизоида? В комментариях мне часто задают вопрос, может быть, конечно, риторически, и что теперь с этим делать? В привычном понимании слово «лечить» обозначает устранять симптомы болезни. Но если говорить о шизоидном расстройстве личности, здесь нужно подходить очень осторожно. Шизоидность – это не вирус, это не травма, которую можно вылечить какой-то определенной таблеткой. Это структура личности, которая складывалась на протяжении многих лет, практически с самого рождения. Это такой стиль личности, это способ существования человека в мире. А сейчас перейдем к этому новому вау-способу терапии шизоидного расстройства личности, обсессивно-компульсивного расстройства, избегающих расстройств. То есть все то, что не дает человеку в этом мире быть в племени, быть в группе. Сейчас я говорю про радикально открытую диалектико-поведенческую терапию Томаса Линча. Радикально открытая диалектико-поведенческая терапия, буду говорить кратко, РОДБТ, открывает абсолютно другой подход. Вместо того, чтобы чинить человека, мы открываем его радикальную инаковость. И здесь нет задачи сделать шизоида общительным экстравертом. Ключевая идея РОДБТ – это открытость к новому опыту, социальным взаимодействиям. Шизоид по своей структуре склонен к закрытости. Он держит дистанцию, избегает эмоций, предпочитает уединение, внутреннему контакту. Посидеть в компьютере, посидеть в чате, полистать книжку. Вот это все то, что любит шизоид. И вот именно здесь РОДБТ и видит точку, к которой можно прикоснуться для того, чтобы как-то помочь человеку раскрыться. РОДБТ словно спрашивает, а что будет, если ты попробуешь быть чуть более открытым, чем обычно? Ведь если шизоид не страдает, он вполне комфортно может пребывать в своей какой-то собственной системе координат. РОДБТ не ставит задачу насильно лечить, потому что ценит разнообразие личностей. Но если возникает ощущение пустоты и одиночества, если рушатся связи, накапливается депрессия, возникает какое-то напряжение, усиливается стресс, тогда вмешательство становится уже важным. И вот именно здесь это лечение, это уже не борьба с личностью, а облегчение боли, с которой сталкивается человек. Это попытка дать ему какие-то альтернативные варианты существования в мире. Как выглядит РОДБТ? Шизоид в терапии будет учиться радикально открываться новому опыту, пробовать новые формы общения, пробовать выражать свои эмоции, замечать собственную закрытость как стратегию защиты, учиться социальной гибкости. И это не значит, что шизоид будет учиться быть душой компании. Это значит, что он будет учиться находить те уровни коммуникации, на которых он будет чувствовать себя безопасно и комфортно, делая свою жизнь богаче. И очень важно то, что терапевт здесь не давит, не заставляет, а просто создает пространство, где человек с шизоидным расстройством личности может быть более открытым этому новому опыту, и ему становится безопасно в этих отношениях. Если подытожить, что такое радикально открытая диалектико-поведенческая терапия, это попытка дать человеку возможность ответить на вопрос,
Могу ли я попробовать быть собой и сделать чуть-чуть больше, чем я делаю обычно? Итак, на этом я заканчиваю это видео. Меня зовут Муская Татьяна, я психолог, нейропсихолог. Информацию о записи на консультацию, на нейропсихологическую диагностику онлайн, на тренинг навыков ДБТ по вторникам и средам для женщин вы можете увидеть по ссылкам под этим видео. Подпишитесь, поставьте лайк, колокольчик, пальчик, переходите в телеграм-канал, который посвящен ДБТ и радикально открытой диалектико-поведенческой терапии. Это 2 канала. Буду рада видеть вас в следующих видео.